12 августа 2024 года 5 туристов-экстремалов шли по заброшенному маршруту в глухой тайге Магаданской области. GPS-навигатор показывал старую лесовозную дорогу, заросшую кустарником. Температура держалась около 20 градусов. Комары облепляли лица. Один из туристов, Михаил Кретов, бывший военный, первым заметил сквозь заросли нечто необычное – ржавую металлическую конструкцию. Буровая вышка возвышалась над деревьями, словно забытый памятник советской эпохи. Краска облупилась. Металл покрылся рыжими потеками ржавчины. Рядом стоял вагончик-бытовка, обросший мхом. Дверь была приоткрыта. Михаил толкнул ее. Петли скрипнули. Прежде чем мы начнем рассказ, напишите, из какого вы города. Нам очень интересно, откуда вы смотрите наши видео. Не забудьте подписаться на канал и оставить свою оценку. Внутри время застыло. На столе стояли 3 эмалированные кружки. В одной засохла бурая жидкость, кофе или чай. На стене висел календарь. Последняя перевернутая страница показывала август 1994 года, 30 лет назад. На крючках висела рабочая одежда, куртки, каски. На подоконнике лежала газета «Известия» от 14 августа 1994. Заголовок гласил: «Рубль падает, доллар растет». Кретов снял видео на телефон. Его голос звучал приглушенно. «Ребят, тут как будто люди вышли на минуту и не вернулись». Один из туристов поднял с пола металлический предмет. Это был жетон, алюминиевая пластина с выбитыми буквами. Имя – А. Курилов. Кретов нахмурился. Он служил в армии. Знал, что такие жетоны геологи носили на шее постоянно, как паспорт, как солдатский медальон. Они обыскали вагончик. В металлическом ящике для инструментов, под слоем ржавых ключей и гаечных головок, нашлись еще 2 жетона. С. Орлова. П. Данилов. 3 имени. 3 человека. Кретов произнес вслух то, о чем подумали все. Они никогда не ушли бы без этого. Видео выложили в социальные сети вечером того же дня. К утру 13 августа оно набрало 200 тысяч просмотров. Пользователи строили версии. Кто-то предположил несчастный случай, кто-то аномальную зону. Местная полиция Магаданской области выехала на место 14 августа. Оперативники осмотрели территорию. В вагончике обнаружили дополнительные находки. Металлический сейф. Внутри герметичный пластиковый пакет. В нем лежала толстая тетрадь в клеенчатой обложке. Журнал геологических проб. Страницы пожелтели, но записи читались отчетливо. Аккуратный каллиграфический почерк. Даты, координаты, результаты анализов. Последняя запись датирована 15 августа 1994 года. Участок Северный 7, скважина 34, глубина 87 метров, АУ 98 грамм за тонну, промышленное месторождение, доложено начальнику. Ниже приписка от руки, карандашом. Накрыли мы золотую жилу. Слава Богу. 98 грамм золота на тонну породы. Эксперт-геолог, вызванный следствием, объяснил значение этой цифры. Обычное месторождение содержит 3-5 грамма на тонну. 10 грамм считается богатым. 98 – уникальное. В ценах 1994 года такой участок стоил минимум $5 миллионов, возможно, больше.
Следственный комитет поднял архивы. Дело о пропаже геолого-разведочной бригады было открыто 23 августа 1994 года. В состав бригады входили 4 человека. Буровой мастер Андрей Курилов, 28 лет. Геолог-лаборант Светлана Орлова, 31 год. Помощник бурильщика Петр Данилов, 24 года. Начальник геологической партии Игорь Волков, 29 лет. Последний радиосеанс с бригадой состоялся 16 августа в 18:00. Связь держала жена Андрея Курилова, Марина. Она работала радистом на базовом лагере, расположенном в 15 километрах от Буровой. Андрей сообщил, что начальник вернулся с гостем, работу сворачивают раньше обычного, завтра выйдут на связь. Голос был спокойным, Марина не услышала тревоги. 17 августа бригада не вышла на связь, 18-го тоже, 19-го молчание. Марина Курилова пыталась дозвониться каждый час, в эфире была тишина. Снабженческий вертолет не мог вылететь, непогода. Дожди заливали тайгу, грунтовые дороги размыло. Только 23 августа погода прояснилась. Вертолет доставил смену. Буровая стояла пустая. Техника заглушена. Личные вещи на местах. Следов борьбы не обнаружено. Рабочая документация на столе. Кружки с остатками кофе. Все выглядело так, словно люди вышли на 5 минут. Поисковая операция длилась 2 недели. Прочесывали тайгу в радиусе 20 километров. Вертолеты, собаки, добровольцы. Ничего. 4 человека растворились. Официальная версия 1994 года гласила: бригада заблудилась в тайге. Возможно, кто-то пошел за водой к ручью, остальные последовали. Заблудились в густом лесу. Погибли от переохлаждения или травм. Тела не нашли. Тайга огромна. Дело осталось нераскрытым. Теперь, 30 лет спустя, следователь Алексей Громов изучал материалы заново. Ему было 42 года. Высокий, худощавый, с проницательным взглядом. Громов специализировался на холодных делах. Он сидел в кабинете и перечитывал показания 1994 года. Марина Курилова дала интервью 15 августа 2024 года. Ей было 56 лет. Седые волосы, усталое лицо, глаза цвета выцветшего неба. Она говорила медленно, подбирая слова. Андрей был профессионалом. Работал буровым мастером с 19. Знал тайгу. Никогда не рисковал. У нас была маленькая дочка, Катя. Ей тогда исполнилось 3 года. Он обещал вернуться к ее дню рождения, 20 августа. Марина показала фотографию. Андрей Курилов улыбался в камеру. Рабочая каска, спецовка, сильные руки. Рядом стояла маленькая девочка в розовом платье. Курилов обнимал ее одной рукой. Марина продолжила. «Последний раз мы говорили 16 августа. Он вышел на связь в 6 вечера. Сказал, начальник вернулся с каким-то гостем. Рано сворачиваемся, завтра поговорим». Его голос был обычным, спокойным. Я не почувствовала ничего странного. Следователь Громов задал вопрос. Он упомянул гостя. Марина кивнула. «Да». Я спросила, кто это. Он ответил, какой-то человек из другой компании приехал с начальником. Больше ничего не сказал. Связь была плохая, помехи.
Мы договорились поговорить на следующий день. Громов переключился на другую свидетельницу. Алина Орлова, дочь Светланы, согласилась на интервью 16 августа. Ей было 38 лет. Темные волосы, строгие черты лица, сдержанные жесты. Она принесла документы матери, дипломы, сертификаты, фотографии. «Мама была геологом-лаборантом», — рассказывала Алина. Она специализировалась на анализе минералов, очень щепетильная в работе. Вела журнал проб каллиграфическим почерком. Видите эту запись? Это ее рука. Она всегда ставила 3 восклицательных знака, когда находила что-то важное. Алина показала на последнюю строчку в журнале. «Промышленное месторождение». В 94-м нам с братом было 8 и 6 лет. Маму не было 2 месяца, летняя экспедиция. Мы ждали ее возвращения. 23 августа к нам пришли 2 человека из геолога-разведки. Сказали, ваша мать пропала. Искали ее долго. Потом объявили погибшей. Нам сказали, заблудилась в тайге. Громов слушал внимательно. Он задал вопрос. «Ваша мать была опытным специалистом?» Алина кивнула. «Да, она работала в полевых условиях с 23 лет. 8 экспедиций. Знала правила безопасности. Никогда не отходила от базы без рации. У нее была принципиальность в работе. Однажды она отказалась подписать фальшивый отчет. Начальник пытался завысить показатели для финансирования. Мама пригрозила обращением в прокуратуру. Ее уважали за честность. Третья жертва – Петр Данилов. Его мать, Вера Даниловна, жила в небольшой деревне под Магаданом. Ей было 78 лет. Сгорбленная, с дрожащими руками, она говорила тихо. Петя вернулся из армии весной 94-го. Устроился помощником бурильщика. Только женился. Жена Оксана ждала ребенка. Он мечтал заработать на квартиру. Говорил, еще пару экспедиций и хватит на первоначальный взнос. Громов спросил, «После исчезновения Петра вы общались с его женой?» Вера Даниловна покачала головой. Оксана ушла от нас через полгода. Родила дочку в феврале 95-го, назвала Катей. Потом уехала к своим родственникам в другой город. Связь потеряли. Я не знаю, где моя внучка. Может, у нее уже свои дети. Громов поднял путевой лист от 16 августа 94 года. Служебный УАЗ. Выезд из буровой лагеря в 15:30. Прибытие на базу снабжения в 22:00. Расстояние 240 километров по грунтовой дороге. Время в пути 6,5 часов. Реалистично для тех условий. Внизу подпись коменданта базы снабжения. Волков И.С. Прибыл 16.08.1994 в 22:00. Началал. Игорь Волков к 2024 году было 59 лет. Следователь вызвал его на допрос 20 августа. Волков приехал из Москвы. Он выглядел моложе своих лет. Седина на висках, дорогой костюм, уверенные движения. Успешный бизнесмен. Владелец консалтинговой фирмы по оценке месторождений. Громов начал допрос с вопроса. «Игорь Сергеевич, расскажите о событиях августа 94-го». Волков вздохнул. «Я 30 лет живу с этой трагедией. Каждый день думаю, может, если бы я остался с ними, все было бы иначе. Но я не мог предвидеть». Он рассказывал спокойно, без запинок. 4 августа мы обнаружили аномальные показатели золота. Я доложил в главный офис.
Попросил дополнительное оборудование для углубленной разведки. 13 августа поехал в райцентр. Вернулся 16 к обеду. Бригада работала, все было нормально. Я осмотрел пробы. Светлана показала результаты. 98 грамм на тонну. Это был прорыв. Я понимал, что нашли нечто серьезное. Громов прервал. «Вы упоминали гостя». Волков кивнул. «Да, со мной приехал представитель другой геологической компании, Виктор Самойлов. Мы изучали возможность совместной разработки участка. Он хотел посмотреть на работу. Мы пробыли там часа 2. Потом я повез его обратно». Следователь уточнил. «Во сколько вы уехали?» Волков ответил без колебаний. «В 15:30. Путевой лист подтверждает. Я отвез Самойлова в райцентр. Потом поехал на базу снабжения забрать дистопливо. Прибыл в 22:00. Остался ночевать. Вернулся только 23-го. Вертолет не летал из-за непогоды». Громов изучал лицо Волкова. Не заметил признаков лжи. Волков продолжил. «Когда я увидел пустую буровую, не поверил. Подумал, они ушли по какой-то причине. Но личные вещи были на местах. Документы, техника. Андрей никогда не оставил бы оборудование без присмотра. Светлана не бросила бы журнал проб. Петр был ответственным. Это было нелогично». Громов задал ключевой вопрос. «Почему ваш жетон отсутствовал среди найденных?» Волков удивился. «Какой жетон? Я носил его всегда. Потерял позже, года через 2. Разве это важно?» Следователь продолжил допрос. «Игорь Сергеевич, после событий 94 года вы уволились из геологоразведки». Волков кивнул. «Да, в октябре. Я не мог больше работать там. Каждая экспедиция напоминала о погибших. Переехал в Москву. Открыл консалтинговую фирму. Использовал свой опыт для оценки месторождений». Громов уточнил. «Откуда взялись стартовые средства?» Волков не смутился. «Я накопил за годы работы. Жил скромно, откладывал, плюс взял кредит. Начинал с малого, консультировал частные компании, постепенно бизнес пошел». После допроса Громов проверил финансовые документы Волкова. В сентябре 94 года на его счет в Московском банке поступило $50 000. Перевод из офшора. Назначение платежа – консалтинговые услуги. Отправитель – фирма Geostar Limited, зарегистрированная на Кипре. Громов углубился в историю этой фирмы. Geostar Limited оказалась прокладкой. Формально занималась геологическим консалтингом. Реально переводила средства для российских компаний. Владельцы скрыты за цепочкой номинальных держателей. Но аналитики обнаружили связь. Гео перечисляла деньги от имени более крупной структуры – компании Сибгео. А Сибгео в 1994 году активно скупала геологические лицензии на Дальнем Востоке. Громов нашел имя. Виктор Самойлов. Тот самый гость, который приезжал на буровую 16 августа. В 1994-м ему было 35 лет. Представитель компании Сибгео. К 2024 году 65 лет. На пенсии, живет в Новосибирске. Следователь вызвал Самойлова на допрос 22 августа. Пожилой мужчина, полный, с одышкой. Он говорил неохотно. «Да, я помню ту историю. Я тогда работал в Сибгео. Мы искали участки для покупки лицензий. Волков предложил сотрудничество.
Я приехал посмотреть на работу его бригады. Пробыл там недолго, час, может, полтора. Потом Волков отвез меня обратно. Громов спросил напрямую: «Вы платили Волкову за информацию?» Самойлов помолчал. «Мы обсуждали возможность покупки данных. Это было легально. Частные компании часто покупали геологическую информацию у государственных структур. Но ничего не заключили. Я уехал. Больше не виделся с Волковым». Следователь показал выписку о переводе $50 000. Самойлов нахмурился. «Это не моя операция. Я был рядовым представителем. Финансами занималось руководство». Громов уточнил: «Но вы передавали информацию о месторождении?» Самойлов колебался. «Я сообщил руководству, что участок интересный, показал примерные координаты, но детали не знал». Громов переключился на другую тему. «Виктор Федорович, что вы делали вечером 16 августа 94-го?» Самойлов ответил твердо: «Я был в Новосибирске, лежал в больнице с аппендицитом. Меня оперировали 14 августа, выписали 20-го. Есть медицинская карта, подтверждающая документы». Громов проверил. Документы подлинные. Виктор Самойлов физически не мог находиться в Магаданской области 16 августа. Он лежал на больничной койке за 5000 километров. Но тогда кто приезжал на Буровую вместе с Волковым? Следователь вернулся к показаниям водителя снабжения от 94 года. Сергей Топоров, 62 лет к 2024 году, жил в Магадане. Громов встретился с ним 24 августа. Топоров помнил те события. «Я возил продукты и топливо на Буровые. Маршрут у меня был постоянный. В начале августа несколько раз видел джип с номерами другого региона. Стоял возле базового лагеря. Мужик в дорогой куртке разговаривал с Волковым. Я подумал, начальство приехало». Громов показал фотографию Самойлова 94 года. Топоров покачал головой. «Не помню лица. Прошло 30 лет, но точно помню джип. Черный Nissan Patrol. Редкая машина тогда была». Топоров продолжил. 16 августа я возвращался с базы снабжения. Около 8 вечера проезжал мимо поворота на Буровую. Видел 2 УАЗа. Один рабочий, знакомый, второй джип, похожий на тот, что раньше видел. Они ехали друг за другом по грунтовке, от Буровой в сторону трассы. Громов уточнил: «Вы видели, кто был за рулем?» Топоров отрицательно качнул головой. «Стемнело уже, я издалека, только силуэты машин. Подумал, Волков с гостем уезжают, не придал значения». Следователь вернулся в кабинет. Разложил перед собой документы. Временная линия выстраивалась четко. 16 августа, 15:30. Волков покидает Буровую. 18:00. Последний радиосеанс с Мариной Куриловой. Андрей говорит: начальник вернулся с гостем. Но Волков утверждал, что уехал в 15:30 и больше не возвращался. Противоречие. Либо Андрей ошибся, либо Волков вернулся, либо кто-то другой выдавал себя за начальника. Громов взял в руки еще одну улику, найденную в вагончике. Механические часы «Восток-командирские». Стальной корпус, потертый циферблат. Стрелки остановились на времени 19:47. Эксперт-часовщик изучил механизм. Заключение. Часы остановились от удара или падения. Механизм заклинило. По степени окисления деталей
Остановка произошла в августе 94 года. Точная дата не определяется, но временной промежуток совпадает. 19:47. Почти 8 вечера. Это почти через 2 часа после последнего радиосеанса. Марина говорила, связь оборвалась в 18:00. Андрей сказал, что сворачиваются, но часы показывают, что нечто произошло позже. Намного позже. Громов позвонил Марине Куриловой. Задал вопрос. Андрей носил часы? Марина подтвердила. Да, командирские, подарок от отца. Он никогда их не снимал. Очень берег. Следователь задумался. Если часы Андрея Курилова остановились в 19:47, значит, инцидент произошел в это время. Но Волков утверждал, что уехал в 15:30. Прибыл на базу снабжения в 22:00. Время в пути — 6,5 часов. Путевой лист подтверждает. Но водитель видел 2 УАЗа, едущие от Буровой около 20:00. Если Волков уехал в 15:30, кто вел рабочий УАЗ в 8 вечера? И кто был во втором джипе? Громов вызвал криминалиста. Попросил повторно изучить путевой лист Волкова. Эксперт исследовал документ под микроскопом, проверил чернила хроматографом. Результат шокировал. Чернила подписи коменданта отличались от остальных записей в журнале. Анализ показал, подпись была сделана другой ручкой, возможно, задним числом. Громов сидел в кабинете и смотрел на фальшивый путевой лист. Комендант базы снабжения Петр Рогов умер в 2002 году. Проверить подпись было невозможно. Но экспертиза чернил не врала. Документ подделан. Это означало одно — у Игоря Волкова не было настоящего алиби. Следователь вызвал Волкова на повторный допрос 26 августа. На этот раз атмосфера изменилась. Громов положил перед ним экспертизу. «Игорь Сергеевич, подпись коменданта поддельная». Волков побледнел. Молчал несколько секунд. Потом произнес. «Я не понимаю, Рогов точно расписался. Я помню». Громов не отступал. Экспертиза показывает, подпись сделана другой ручкой. Вы заполняли путевой лист задним числом. Волков заерзал на стуле. Это абсурд. Зачем мне подделывать документы? Я действительно ездил на базу снабжения. Следователь задал прямой вопрос. Где вы были вечером 16 августа 1994 года? Волков повторил. Я ехал на базу снабжения, прибыл поздно вечером, остался ночевать. Громов показал показания водителя. Топоров видел 2 УАЗа, едущие от Буровой в 20:00. Один из них был рабочий УАЗ вашей партии. Кто его вел? Волков помолчал. Потом ответил тише. Возможно, кто-то из бригады поехал за мной. Андрей мог взять УАЗ. Я не знаю. Громов не верил. Андрей Курилов был на связи с женой в 18:00. Он сообщил, что вы вернулись с гостем. Но вы утверждаете, что уехали в 15:30. Объясните противоречие. Волков молчал. Его пальцы барабанили по столу. Громов продолжил. Часы Андрея Курилова остановились в 19:47. Это время инцидента. Вы вернулись на Буровую вечером, после того, как создали ложное алиби. Волков встал. «Я хочу адвоката. Больше не буду отвечать без юриста».
Следователь отпустил его под подписку о невыезде. Громов понимал, прямых доказательств недостаточно. Нужны тела, или признания, или новые улики. Он вернулся к финансовому следу. $50 тысяч в сентябре 94-го – только начало. Аналитики углубились в офшорные переводы. Обнаружили еще 4 транзакции. Ноябрь 94-го – $20 тысяч. Март 95-го – 30 тысяч. Сентябрь 95-го – 50 тысяч. Январь 97-го – 100 тысяч. Итого $250 тысяч за 2,5 года. Все переводы шли через Geostar Limited. Все формально числились как оплата консалтинговых услуг. Но реальный источник средств – компания SibGeo. Та самая, которая в марте 95 года получила лицензию на разработку участка Северный 7. Громов поднял архивы Роснедр. Лицензия на участок изначально принадлежала государственной организации «Магадан Золоторазведка». В декабре 94 года организация обанкротилась. Активы распродали. Лицензию на Северный 7 выставили на аукцион. Победила SibGeo. Цена – смехотворные 500 тысяч рублей. По курсу 95 года около $2000. Месторождение, стоившее минимум $5 миллионов, продали за 2000. Типичная схема 90-х. Но ключевой вопрос – откуда SibGeo узнала о ценности участка? Официальные отчеты Магадан Золоторазведки не содержали информации о промышленном месторождении. Бригада Волкова обнаружила золото 4 августа. Доложила начальнику. Запись в журнале сделана 15 августа. Бригада исчезла 16-го. Отчет в главный офис так и не ушел. Но кто-то передал данные в SibGeo. И этот кто-то получил $250 000. Игорь Волков. Громов допросил бывшего руководителя SibGeo Анатолия Кречетова. 70-летний бизнесмен давно на пенсии, жил в Испании, вернулся в Россию по требованию следствия. Он давал показания неохотно. «Я не помню деталей 30-летней давности. Компания покупала много лицензий. Это был бизнес». Следователь показал переводы Волкову. Кречетов пожал плечами. «Мы платили консультантам. Волков предоставлял геологическую экспертизу. Это нормально». Громов уточнил. $250 000 за консультацию? Кречетов не смутился. Если консультация приносит миллионы прибыли, почему нет? Следователь задал ключевой вопрос. Кто передал вам данные о месторождении на участке Северный 7? Кречетов ответил спокойно. Волков. Он предложил информацию. Мы проверили. Оказалось правдой. Заплатили. Громов продолжил. Вы знали, что данные украдены? Кречетов усмехнулся. Украдены? Волков был начальником партии. Он имел право распоряжаться информацией. Мы заключили легальный договор. Все официально. Формально Кречетов был прав. В хаосе 90-х такие сделки не считались криминальными. Но Громов понимал суть. Волков продал государственные данные частной компании. Получил огромные деньги. А единственные свидетели находки, члены его бригады, исчезли в тот же день. Следователь вернулся к показаниям Марины Куриловой. Попросил ее вспомнить детали последнего разговора. Марина закрыла глаза. Андрей сказал, начальник вернулся с гостем. Я спросила, с каким гостем? Он ответил, какой-то человек из другой компании.
Я не расслышала имени, помехи были. Потом Андрей добавил: «Рано сворачиваемся, завтра поговорим». И все, связь оборвалась. Громов спросил: «Андрей звучал встревоженно?» Марина покачала головой. «Нет, обычный тон, даже веселый немного. Он сказал: может, успеем вернуться к Катиному дню рождения пораньше. Я услышала, как он улыбается. Его голос не выдавал страха». Следователь задумался. Если Андрей не чувствовал угрозы в 18:00, значит, инцидент произошел позже, внезапно, жертвы не ожидали. Но что случилось между 18:00 и 19:47? 1,5 часа. Что происходило в этот промежуток? Громов попросил криминалистов тщательнее осмотреть вагончик, искать любые следы. Эксперты работали 3 дня. Обнаружили микрочастицы на полу возле буржуйки. Анализ показал фрагменты обгоревшей бумаги. Их восстановили частично. Удалось прочесть несколько слов: договор, передача данных, СибГео, 50 тысяч. Черновик договора. Волков составлял его прямо в вагончике. Возможно, показывал бригаде, объяснял сделку, а потом сжег. Но не полностью. Громов вызвал графолога. Попросил сравнить почерк на обгоревших фрагментах с известными образцами почерка Волкова. Совпадение 100%. Это писал Игорь Волков. Следователь реконструировал события. 16 августа, после обеда. Волков возвращается на Буровую. С ним кто-то еще, возможно, представитель СибГео. Не Самойлов, он лежал в больнице. Кто-то другой, возможно, сам Кречетов или его помощник. Волков собирает бригаду. Объясняет: нашли золото, это большие деньги, но есть предложение. Частная компания готова заплатить за данные. Можно получить премию. Все разбогатеют. Но Светлана Орлова, принципиальная и честная, отказывается. Говорит, это кража государственных ресурсов. Угрожает обращением в прокуратуру. Андрей Курилов поддерживает ее. Петр Данилов колеблется, но тоже склоняется к отказу. Волков понимает, сделка сорвется. Или того хуже, бригада сообщит в главный офис. Его обвинят в попытке хищения, тюрьма, позор. Он принимает решение. Говорит бригаде: «Хорошо, забудем. Давайте ужинать, обсудим спокойно». Бригада успокаивается. Садятся за стол. Кружки с кофе. Разговоры. Время около 18:00. Андрей выходит на связь с Мариной. Говорит обычным тоном: «Начальник вернулся с гостин, сворачиваемся». Ничего не выдает тревоги. Потом Волков предлагает: «Нужно отвезти гостя обратно, я быстро съезжу и вернусь». Уезжает, создает алиби, едет в райцентр, отвозит гостя, заполняет путевой лист задним числом, просит коменданта базы расписаться, говорит, забыл оформить. Рогов, простой человек, не подозревает подвоха, расписывается. Или Волков подделывает подпись позже. Но вечером Волков возвращается. Около 19:30. Стемнело. Бригада в вагончике. Возможно, готовится ко сну. Волков входит. Говорит что-то обыденное. Жертвы не ожидают. Инцидент происходит быстро. Часы Андрея Курилова падают. Стрелки останавливаются на 19:47.
Волков действует методично, снимает жетоны с жертв, складывает их в ящик для инструментов, имитирует, будто бригада сама сняла их перед уходом, берет рабочий УАЗ, вывозит тела. Водитель Топоров видит издалека два УАЗа, рабочий и второй, который принимает за джип гостя. На самом деле оба УАЗа связаны с Волковым. Возможно, он совершает несколько рейсов. Место захоронения — старая затопленная шахта. Громов нашел в архивах карту лесозаготовок 94-го года. В 20 километрах от Буровой отмечена шахта номер 12, затоплена, опасно. Туда вела заброшенная грунтовка. Следователь организовал экспедицию. 1 сентября группа поисковиков прибыла к шахте. Вход завален камнями и бревнами. Внутри вода, уровень неизвестен. Водолазы спустились. Глубина 8 метров. Вода мутная, видимость нулевая. Работали на ощупь. Через 3 часа первая находка. Металлический предмет. Подняли на поверхность. Буровой инструмент. Керн. Маркировка. Магадан золото-разведка. Участок Северный 7. Это оборудование бригады Волкова. Водолазы продолжили поиск. Вторая находка — еще один жетон. Алюминиевая пластина с выбитым именем И. Волков. Тот самый 4-й жетон. Волков не потерял его. Он намеренно бросил сюда, создавая впечатление, что погиб вместе с бригадой. Третья находка потрясла всех. Останки. Эксперты подняли их осторожно. Судмедэксперт определил: 3 человека. Сохранность плохая, 30 лет в воде. Но зубы, кости, фрагменты одежды. Анализ ДНК займет недели, но предварительная идентификация возможна. На одежде первой жертвы нашли металлическую пряжку ремня. Марина Курилова опознала ее. Это ремень Андрея. Я сама дарила ему на день рождения. Пряжка с гравировкой, наши инициалы. На одежде второй жертвы остатки женской блузки. Синтетика частично сохранилась. Дочь Светланы Орловой опознала фасон. Мама носила такие. Я помню эту блузку. Голубая, с белыми пуговицами. Третья жертва — молодой мужчина, судя по костям. Мать Петра Данилова не смогла опознать одежду, слишком истлела. Но антропологи определили возраст по костям — около 25 лет. Совпадение. Анализ ДНК подтвердил через 2 недели. Андрей Курилов. Светлана Орлова. Петр Данилов. Все 3. Дело из категории «без вести пропавшее» перешло в категорию «убийство». Громов вызвал Волкова на допрос 15 сентября. Предъявил результаты экспертиз. Волков молчал. Его адвокат требовал прямых доказательств. Следователь предъявил их. Во-первых, фальшивый путевой лист. Алиби Волкова рухнуло. Во-вторых, финансовый след. $250 000 от Сибгео за данные о месторождении. В-третьих, обгоревший черновик договора в вагончике. Почерк Волкова. В-четвертых, жетон Волкова в шахте. Он сам бросил его туда. В-пятых, показания водителя Топорова о 2 УАЗах, едущих от Буровой вечером 16 августа. Адвокат пытался оспаривать. Говорил о косвенных уликах. Но совокупность доказательств была убийственной. Прокуратура предъявила обвинение. Статья
Убийство 3 лиц по корыстным мотивам. Волков продолжал отрицать вину. Утверждал, это ошибка, совпадение. Но следствие продолжало собирать доказательства. Криминалисты нашли в архиве СибГео копии геологических данных по участку Северный 7, датированы августом 1994 года. Координаты скважин, глубина, концентрация золота 98 граммов на тонну. Точное совпадение с записями Светланы Орловой. Эти данные мог предоставить только человек, имевший доступ к журналу проб. Игорь Волков. Следователь нашел еще одного свидетеля. Геолог Михаил Сорокин работал в Магадан золоторазведки в 94-м. Он вспомнил. В конце августа Волков приезжал в главный офис, сдавал отчет о летней экспедиции. Я спросил, как результаты. Он ответил, ничего выдающегося, обычная разведка. Я удивился. Обычно Волков был энтузиастом, но тут он выглядел подавленным. Сказал, что бригада попала в беду, погибла. Мы соболезновали. Через месяц Волков уволился. Сказал, не может больше работать здесь. Слишком тяжелые воспоминания. Мы поняли. Но потом я узнал, что участок Северный 7 продали частникам. Я поднял архивы. Отчет Волкова не содержал данных о промышленном месторождении. Он утаил информацию. Громов спросил, «Вы не сообщили об этом?» Сорокин вздохнул. Это были 90-е. Все разваливалось. Половина геологов уволились. Организация банкротилась. Кому было дело? Я сам уехал в 95-м. Забыл про эту историю. А теперь вспомнил. Следователь получил еще одно подтверждение. Волков намеренно скрыл данные о золоте. Не включил их в официальный отчет. Продал информацию СибГео, а потом устранил свидетелей, которые могли его разоблачить. Психологический портрет Волкова составил эксперт. Амбициозный человек. В 29 лет начальник партии, но зарплата мизерная. Страна рушится. Инфляция, задержки выплат. Он видит коллег, уходящих в бизнес, богатеющих. Завидует. Мечтает о другой жизни. Потом находит золото. Понимает, это шанс. 5 миллионов долларов. Можно продать данные, получить кусок, начать новую жизнь в Москве, стать богатым. Но бригада знает, 4 человека. Светлана Орлова принципиальная, не согласится. Андрей Курилов, порядочный, поддержит ее. Петр Данилов, молодой, ведомый, послушается старших. Волков взвешивает риски. Если бригада откажется, сделка сорвется. Если они сообщат начальству, его посадят. Выход один – устранить свидетелей, получить деньги, жить богато. Он принимает решение. Хладнокровно, методично. Психолог резюмировал. Волков – социопат с высоким интеллектом. Способен на долгосрочное планирование. Не испытывает угрызений совести. Для него люди – препятствия на пути к цели. Он устранил их, как устраняют любое препятствие, без эмоций. Громов вернулся к Волкову. Третий допрос, 20 сентября. На этот раз следователь действовал иначе. Не обвинял, говорил спокойно. «Игорь Сергеевич, я понимаю вас. 90-е были тяжелым временем. Зарплаты не платили, страна рушилась. Вы нашли золото, увидели шанс. Это нормально. Любой на вашем месте задумался бы». Волков слушал молча. Громов продолжил.
Бригада не поняла вас. Светлана заупрямилась, начала угрожать. Вы запаниковали. Это была не жестокость, это была паника. Вы не планировали, все вышло спонтанно. Так ведь? Волков молчал. Его пальцы дрожали. Громов давил мягко. 30 лет — долгий срок. Вы несли этот груз один. Никому не рассказывали. Это тяжело. Освободитесь, расскажите правду. Станет легче. Волков закрыл лицо руками. Его плечи задрожали. Адвокат попытался вмешаться. «Мой подзащитник не обязан». Но Волков оборвал его. «Хватит, хватит лжи». Он поднял голову. Глаза красные, голос хриплый. «Я не хотел, я правда не хотел». Но они не понимали. Светлана кричала: «Это кража, это преступление». Андрей поддержал ее. Петр колебался, но склонялся на их сторону. Я понимал, если они вернутся, расскажут начальству, меня посадят, я потеряю все. Громов кивнул. Продолжайте. Волков говорил, словно исповедовался. Я уехал в райцентр. Думал, может, они передумают. Вернулся вечером. Хотел переубедить. Но Светлана сказала: завтра же напишу рапорт начальству. Я испугался. Что-то сломалось во мне. Я не помню детали. Помню только, все кончилось быстро. Следователь не перебивал. Волков продолжал. Я погрузил их в УАЗ, отвез к старой шахте. Знал о ней, изучал карты местности. Опустил туда. Бросил свой жетон, чтобы создать впечатление, будто я тоже погиб. Вернулся на буровую, убрал следы. Сложил их жетоны в ящик. Создал видимость, что они ушли добровольно. Громов спросил осторожно. А потом? Волков вздохнул. Потом я уехал на базу снабжения. Оформил путевой лист задним числом. Рогов не проверял. Простой мужик, доверчивый. Я вернулся на буровую 23-го с вертолетом. Изображал шок. Говорил, где они, что случилось. Следствие версию о заблудившихся поддержало. Я дал показания. Меня отпустили. Он замолчал. Потом добавил тихо. Я получил деньги от Сибгео. 250 тысяч за 3 года. Открыл фирму. Стал богатым. Но каждую ночь видел их лица. Светлану, Андрея, Петра. Они смотрели на меня. Я пил, чтобы заглушить. Ходил к психологам, придумывал другие причины бессонницы. Но я знал правду. Громов записывал каждое слово. Волков договорил. 30 лет я бежал от этого. Строил бизнес, притворялся успешным, но внутри умирал. Может, вы правы. Может, сказать правду — облегчение. Адвокат пытался остановить его, но Волков махнул рукой. «Хватит, я устал, пусть все кончится». Признание Игоря Волкова записали на видео. 22 минуты детального рассказа. Прокуратура получила главное доказательство. Но следствие продолжалось. Нужно было проверить каждое слово, восстановить полную картину событий. Громов вернулся к реконструкции того вечера. 16 августа 1994 года. Волков утверждал, что вернулся на буровую около 19:30. Бригада была в вагончике. Он попытался переубедить их последний раз. Но Светлана Орлова настаивала. Утром напишет рапорт руководству.
Следователь попросил Волкова уточнить детали. Второй день после признания, 21 сентября. Волков выглядел опустошенным. Говорил монотонно, без эмоций. Я понимал, времени нет. Если они доживут до утра, смогут выйти на связь с Мариной, расскажут о моем предложении. Все рухнет. Я принял решение в одно мгновение. Громов спросил: «Вы планировали это заранее?» Волков покачал головой: «Нет. Когда уезжал днем в райцентр, я еще надеялся договориться. Думал, может, предложу им долю. Скажу, получите каждый по 10 тысяч долларов, просто молчите. Но пока ехал, понял, Светлана не согласится ни на какие деньги. Она была принципиальной. Для нее закон важнее деньги». Следователь уточнил: «Когда вы вернулись вечером, как объяснили свое появление?» Волков вспоминал. Сказал, что забыл документы, нужны для оформления топлива. Они не удивились. Андрей даже пошутил: «Вечно ты что-то забываешь». Светлана готовила чай. Петр чинил буровое оборудование. Обычный вечер. Громов задал ключевой вопрос: как именно произошел инцидент? Волков замолчал. Адвокат вмешался. Мой подзащитный не обязан описывать детали. Но Волков сам ответил тихо: «Я попросил Светлану поговорить наедине. Вышли из вагончика. Я сказал: давай договоримся, не руши все». Она ответила: «Никаких договоренностей, это преступление». Повернулась, чтобы вернуться в вагончик. Я не помню точно, помню только результат. Следователь не настаивал на деталях, спросил дальше: «А Андрей и Петр?» Волков закрыл глаза. Андрей выбежал на шум, бросился защищать Светлану. Он был сильным, но я был быстрее. Петр попытался убежать к УАЗу, хотел уехать, видимо, за помощью. Я догнал его. Все произошло за несколько минут. Потом наступила тишина. Я стоял и не мог поверить в происходящее. Громов записывал показания. Картина складывалась. Волков действовал спонтанно, в панике, не планировал детально. Но потом, когда осознал содеянное, включился рациональный ум. Нужно скрыть следы, создать алиби, инсценировать исчезновение. Следователь спросил: «Часы Андрея. Вы помните, как они остановились?» Волков кивнул. Андрей носил их на левой руке. Когда он упал, ударился о камень возле вагончика. Часы треснули, остановились. Я не обратил внимания тогда. Только потом, когда переносил, увидел разбитое стекло, остановившиеся стрелки. Громов уточнил: «Почему вы не забрали часы?» Волков пожал плечами. Не подумал. Сосредоточился на других вещах. Снял жетоны, они явно указывали на личности. А часы — обычные рабочие часы. Кто будет обращать внимание? Это была его ошибка. Часы стали ключевой уликой, указавшей точное время инцидента. Опровергли легенду о добровольном уходе бригады. Следователь перешел к следующему эпизоду. «Вы вывозили тела на УАЗе?» Волков подтвердил: «Да, погрузил всех троих. Поехал к шахте номер 12. Я изучал карты местности перед экспедицией, знал о затопленной шахте. Она была в 20 километрах на старой лесовозной дороге. Туда давно никто не ездил». Громов спросил: «Водитель Топоров видел 2 УАЗа, едущие от Буровой около 8 вечера. Объясните».
Волков задумался. Я делал 2 рейса. Сначала отвез их, вернулся за инструментами и оборудованием, чтобы утопить вместе с ними, для утяжеления. Топоров, наверное, видел меня во 2-й раз. Был уже вечер, темнело. Он принял УАЗ за джип гостя, потому что я ехал не по основной дороге, а по объездной. Это объясняло показания водителя. Не было 2-го джипа. Волков совершал несколько поездок, создавая видимость движения нескольких машин. Следователь спросил о жетонах. «Зачем вы сняли их с жертв?» Волков объяснил. «Жетоны – идентификация. Если тела найдут когда-нибудь, жетоны сразу укажут личности. Я снял их. 3 положил в ящик в вагончике, создал впечатление, что бригада сама сняла перед уходом. Свой жетон бросил в шахту, чтобы казалось, будто я тоже погиб вместе с ними». Громов кивнул. «Но вы ошиблись. Геологи никогда не снимают жетоны одновременно. Это вызвало подозрение у Кретова, туриста, который нашел их». Волков горько усмехнулся. «Я не подумал об этом. Было темно, я спешил. Сделал, как показалось, логичным. Ошибка». Следователь перешел к алиби. «Путевой лист. Как вы его подделали?» Волков рассказал. «Я приехал на базу снабжения поздно ночью, уже после полуночи. Рогов, комендант, спал. Я разбудил его. Сказал, что приехал вечером, но забыл оформить путевой лист. Попросил расписаться задним числом. Он был сонный, не вникал. Расписался. Я указал время прибытия 22:00. Это создавало мне алиби». Громов уточнил. Но экспертиза показала, подпись сделана другой ручкой. Волков кивнул. Возможно, Рогов расписался своей ручкой, а я заполнял остальное своей. Не помню точно. Прошло 30 лет. Детали стерлись. Следователь вернулся к финансовому следу. «Вы получили $250 000 от СибГео. Как происходили переводы?» Волков объяснял. Первый платеж, 50 000, пришел в сентябре 94-го. Я передал Кречетову полные данные о месторождении. Координаты, глубины, концентрации золота, все, что записала Светлана в журнале. Кречетов проверил информацию, отправил геологов, они подтвердили. Заплатил. Громов спросил. «Дальнейшие платежи?» Волков продолжил. Кречетов сказал, остальное получишь долями по мере разработки месторождения. Так и было. Ноябрь 94-го – 20 000, март 95-го – 30, потом еще 2 перевода. Итого 250 000 за 2,5 года. Я использовал деньги для открытия фирмы в Москве. Стал консультантом по месторождениям. Преуспел. Следователь задал последний вопрос. Вы испытывали угрызение совести? Волков долго молчал. Потом ответил тихо. Каждый день, каждую ночь. Я видел их лица, слышал голоса. Андрей смеялся надо мной, когда я вернулся за документами. Светлана заваривала чай. Петр напевал какую-то песню. Они были живыми, обычными людьми. У них были семьи, планы, мечты. Я отнял это. Он вытер глаза рукой. Я пытался заглушить алкоголем, работой, деньгами. Строил бизнес, будто доказывал, я достоин этих денег. Но внутри всегда была пустота. Я понимал, я убийца. 30 лет я притворялся человеком, а внутри был монстр. Громов завершил допрос. Признание
полное, детальное, подтвержденное уликами. Прокуратура передала дело в суд. Процесс начался в январе 2025 года. Игоря Волкова судили в Магадане. Зал суда был переполнен. Марина Курилова сидела в первом ряду. Рядом Алина Орлова и ее брат. Мать Петра Данилова не приехала, здоровье не позволяло. Прокурор зачитал обвинение. Убийство 3 лиц по корыстным мотивам, сокрытие преступления, фальсификация документов, хищение государственных данных. Волков признал вину полностью. Адвокат просил учесть признание, раскаяние, возраст. Свидетели давали показания. Марина Курилова говорила сдержанно, но голос дрожал. 30 лет я ждала ответа. 30 лет думала, может, Андрей жив где-то, потерял память. Я не могла поверить, что он просто исчез. Теперь я знаю правду. Он погиб, защищая коллегу. Он был героем. А этот человек, Волков, предал их всех. Алина Орлова держалась строго. Моя мать была честным человеком, принципиальным. Она отказалась участвовать в преступлении. За это ее убили. Это несправедливо. Она заслуживала жить, растить нас с братом, видеть внуков. Волков отнял у нее будущее. Эксперты подтвердили данные. Журнал проб подлинный. Почерк Светланы Орловой. Часы остановились от удара 16 августа 94-го. Жетоны снимались посмертно, микроцарапины от инструмента. Останки из шахты идентифицированы как Курилов, Орлова, Данилов. Финансовые переводы подтверждены, связь с Сибгео доказана. Волков выступил с последним словом. Он стоял бледный, постаревший. «Я не прошу прощения. Я недостоин его. Я совершил чудовищное преступление. Убил 3 невинных людей ради денег. Жил 30 лет на их крови. Строил бизнес, притворялся успешным. Но каждый день умирал внутри». Он посмотрел на родственников жертв. Марина, Алина, Вера Даниловна. «Я понимаю, вы никогда не простите меня. Я и не прошу. Хочу только сказать. Они не страдали долго. Все произошло быстро. Это не оправдание, просто факт. Они были хорошими людьми, не заслуживали такой судьбы». Он замолчал. Судья объявила перерыв для вынесения приговора. Совещание длилось 3 часа. Суд учел особую тяжесть преступления, корыстный мотив, множественность жертв, но также признание, раскаяние, возраст обвиняемого. Приговор огласили вечером 28 января 2025 года. Волкова признали виновным по всем пунктам обвинения. Наказание – 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая возраст – 59 лет, он выйдет в 79, если доживет. Волков выслушал приговор стоя. Кивнул. Не оспаривал. Марина Курилова вышла из зала суда молча. Журналисты окружили ее, задавали вопросы. Она остановилась, посмотрела в камеры. Справедливость восторжествовала. Спустя 30 лет. Но это не вернет мне мужа. Не вернет Катя отца. Она выросла без него. Родила своих детей. Мои внуки никогда не узнают деда. Волков отнял у нас семью. Ее голос сорвался.
Но теперь я могу поставить Андрею настоящий памятник с правдивыми датами, с надписью «Погиб, защищая правду». Это важно. Его имя очищено от клейма пропавший без вести. Он герой. Алина Орлова дала короткое интервью. Мама всегда говорила: «Правда дороже денег». Она доказала это своей жизнью и своей смертью. Я горжусь ею, учу своих детей ее принципам. Честность, порядочность, смелость — это ее наследие. Вера Даниловна, мать Петра, не приехала на суд. Ей было 78 лет, здоровье слабое. Но она дала письменное заявление, которое зачитали в суде. «Мой сын Петя был добрым мальчиком. Хотел заработать на квартиру для молодой семьи. Не успел. Его убили за то, что он мог рассказать правду. Я прожила 30 лет, не зная, где он покоится. Теперь знаю. Похороню его по-человечески, рядом с отцом. Это все, что я хотела». Месторождение «Северный 7» к 2025 году давно выработано. Компания «Сибгео» закрылась в 2008. Анатолий Кречетов, бывший руководитель, избежал уголовного преследования. Срок давности истек. Но его допрашивали как свидетеля. Он признал: «Да, я покупал данные у Волкова. Не знал, что он убьет людей ради этого. Если бы знал, не стал бы связываться. Это на его совести». Виктор Самойлов, представитель Сибгео, тоже избежал обвинений. Его алиби по больнице подтвердилось полностью. Он не участвовал в преступлении. Но моральное пятно осталось. Я был частью системы, которая спровоцировала трагедию. Мы покупали краденые данные, не задавали вопросов, лишь бы прибыль. 90-е были дикими, многие делали такие дела. Но обычно не до убийств. Следователь Громов завершил дело в феврале 2025 года. Он дал интервью местному телеканалу. Это дело показало, холодные преступления можно раскрыть, даже через 30 лет. Современные технологии помогают, но главное – внимание к деталям. Жетоны, часы, обгоревшие документы – каждая мелочь важна. Волков был умен, планировал тщательно, но ошибся в мелочах. Они его и погубили. Громова спросили о мотиве. Почему человек идет на тройное убийство ради денег? Следователь ответил задумчиво: жадность, страх, слабость характера. Волков хотел лучшей жизни, увидел шанс, но столкнулся с препятствием — честными людьми. Вместо того, чтобы отступить, он выбрал насилие. Это выбор трусов. Сильный человек отказался бы от денег ради сохранения жизней. Волков оказался слабым. Тела Андрея Курилова, Светланы Орловой и Петра Данилова похоронили в марте 2025 года. 3 церемонии в разных городах. Марина Курилова похоронила мужа рядом с родителями на Магаданском кладбище. На памятнике выгравировали: Андрей Курилов, 1966-1994, любящий муж и отец, погиб, защищая правду. Алина Орлова похоронила мать в родном городе. Памятник скромный, с фотографией. Молодая женщина в рабочей каске улыбается. Надпись «Светлана Орлова, 1963-1994. Честный геолог, принципиальная до конца». Петра Данилова похоронила мать в деревенской церкви. Простой деревянный крест,
табличка «Петр Данилов, 1970-1994. Любимый сын. Упокой, Господи, душу раба Твоего». На похоронах Андрея Курилова присутствовала его дочь Катя. Ей было 33 года, замужем, 2 детей. Она не помнила отца, было всего 3 года, когда он исчез. Но мать рассказывала о нем всю жизнь. Катя возложила цветы на могилу и сказала тихо: «Папа, я не знала тебя, но мама говорит, ты был героем. Спасибо за это. Покойся с миром». Игоря Волкова этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае в апреле 2025 года. Он отбывает срок в обычном режиме. Администрация колонии отмечает, ведет себя тихо, не нарушает правил, работает в библиотеке, читает много, переписывается с психологом. В одном из писем Волков написал: «Я думал, признание принесет облегчение, но стало только тяжелее. Теперь все знают правду. Мое имя стало синонимом предательства. Дочь отказалась от меня, жена подала на развод. Бизнес конфискован в счет компенсации семьям жертв. У меня не осталось ничего, кроме 20 лет в клетке и воспоминаний о том, кем я был. Или мог быть». Компенсации семьям жертв выплатили из конфискованного имущества Волкова. Марина Курилова получила 3 миллиона рублей, Алина Орлова – 3 миллиона, семья Петра Данилова – 3 миллиона. Деньги символические. Не вернут погибших, но признают их ценность. Марина использовала деньги, чтобы помочь дочери с жильем. Алина основала небольшой благотворительный фонд памяти матери, помогает детям геологов, погибших в экспедициях. Мать Петра Данилова передала деньги внучке Кате, той самой, которую Петр так и не увидел. Девушке 30 лет, она работает учителем в провинциальной школе. Месторождение «Северный 7» закрыто с 2003 года. Разработано полностью. Осталась только выработанная шахта, затопленная грунтовыми водами. Буровая вышка, где работала бригада, демонтирована в 2010-м. Вагончик-бытовку перевезли в Краеведческий музей Магадана как экспонат. В музее открыли небольшую выставку «Трагедия геологов участка Северный 7». Представлены фотографии бригады, журнал проб, жетоны. Экскурсоводы рассказывают посетителям историю о том, как жадность одного человека уничтожила 3 невинных. Выставку посещают школьники, студенты. Следователь Громов получил благодарность от руководства Следственного комитета за раскрытие резонансного преступления. Но сам он относится к этому сдержанно. «Я сделал свою работу, нашел виновного, восстановил справедливость. Но жертвы не вернутся, семьи не восстановятся, 30 лет потеряны. Это не победа. Это просто закрытие раны, которая гноилась 30 лет». Дело Волкова стало прецедентным. Юристы изучают его как пример того, как современные методы расследования позволяют раскрывать преступления спустя десятилетия. Криминалисты анализируют ошибки Волкова. Недооценка значения мелких деталей, уверенность в безнаказанности, неспособность предвидеть развитие технологий. Психологи используют случай Волкова для изучения мотивации преступников. Как обычный человек, образованный специалист, становится убийцей? Где граница между желанием лучшей жизни и готовностью убивать ради нее? Волков пересек эту границу одним решением и потерял все. В колонии Волков ведет дневник,
Отрывки из него передает психологу. В одной из записей он написал: «Если бы я мог вернуться в тот августовский день, я выбрал бы по-другому, отказался бы от денег, уехал бы из геологии, работал бы грузчиком, дворником, кем угодно, лишь бы не нести этот груз. $250 000 стоило 4 жизней, 3 жертв и моей. Потому что то, что я называл жизнью 30 лет, было существованием призрака. Я умер тем вечером вместе с ними. Просто не признавал это». Родственники жертв по-разному восприняли итог дела. Марина Курилова сказала журналистам: «20 лет — это мало, но хоть что-то. Главное, правда восстановлена. Андрей не пропал бесследно. Он сражался до конца. Его помнят, его уважают. Это важнее любого срока». Алина Орлова отнеслась жестче. Волков получил 20 лет. Моя мать получила смерть в 31 год. Где справедливость? Он проживет в колонии, возможно, выйдет в 79. Мама не дожила до 32. Не увидела, как мы с братом выросли, женились, родили детей. Не увидела внуков. Волков отнял у нее 40 лет жизни. 20 лет колонии — это ничто. Вера Даниловна, мать Петра, высказалась просто: «Господь рассудит. Я не могу простить Волкова, но и ненавидеть устала. Прожила 30 лет в неизвестности. Теперь похоронила сына. Поставила крест, помолилась. Это конец истории для меня». История бригады Волкова стала известна по всей России. Федеральные каналы сняли документальные фильмы. Журналисты написали книги. Интернет-блогеры разбирали дело в подкастах. Все задавались вопросом, сколько еще таких преступлений скрыто в 90-х? Сколько людей пропало бесследно не из-за несчастных случаев, а из-за чужой жадности? Статистика показывает, в 90-е в России без вести пропало около 150 тысяч человек. Большинство дел закрыты как «ушел из дома» или «заблудился». Но теперь с новыми технологиями, методами эти дела пересматривают. Каждый год раскрывают десятки холодных преступлений. Дело Волкова показало, преступники могут скрываться десятилетиями, жить обычной жизнью, строить карьеру, растить детей. Но рано или поздно правда всплывет. Случайная находка туристов в тайге запустила цепочку событий, которая через год привела убийцу на скамью подсудимых. Игорь Волков в своем последнем слове перед этапированием сказал: «Я думал, время заметает следы. 30 лет — огромный срок. Свидетели умирают, документы теряются, память стирается. Но я ошибался. Следы остались. В металлических жетонах, в восстановившихся часах, в обгоревшей бумаге, в финансовых переводах. Каждая мелочь кричала о моей вине. Я был слеп 30 лет, думал, что убежал, но ты не убегаешь от себя». Семьи жертв продолжают жить. Марина Курилова, 66 лет, к концу 2025 года проводит время с внуками. Рассказывает им о дедушке Андрее, которого они не видели. Показывает фотографии, письма. Внуки слушают широко раскрытыми глазами. Алина Орлова работает геологом, как и мать, продолжает династию. Ее дочь тоже выбрала эту профессию. Алина говорит: «Мама мечтала, чтобы я стала ученым. Я стала. Это моя дань ее памяти». Катя Данилова, внучка Петра, вышла замуж, родила сына.
Назвала его Петром в честь деда. Мальчику 3 года. Бабушка Вера показывает ему фотографию прадеда в военной форме. Рассказывает: «Это твой прадедушка Петя. Он был храбрым, работал в тайге. Его не стало, когда он был совсем молодым». Мальчик слушает, не понимая до конца, но запоминает имя. Заброшенная буровая, где все началось, стала местом паломничества. Несмотря на демонтаж вышки, координаты остались известны. Туристы приезжают, фотографируются на фоне заросшей поляны. Кто-то расставляет цветы, кто-то записки. Одна из записок, найденная в сентябре 2025 года, гласила: «Светлана, Андрей, Петр, вы не зря погибли. Вы показали, что честь дороже денег. Спасибо вам». Волков в колонии не получает передач. Дочь отказалась от общения. Бывшая жена переехала в другой город, сменила фамилию. Его бизнес-партнеры отреклись от него. Он одинок. Охранники отмечают, часто сидит в библиотеке, читает философию. Ищет ответы на вопросы, которых раньше не задавал. В одном из писем психологу он написал: «Я понял, деньги не делают человека счастливым. 30 лет я был богат, жил в дорогой квартире, ездил на иномарке, летал первым классом, но не знал покоя ни минуты. Каждый звонок в дверь воспринимал как арест, каждый взгляд незнакомца казался обвинением. Я был богатым нищим. Теперь я реально нищий, но странное дело, впервые за 30 лет сплю без кошмаров. Правда освобождает, даже когда эта правда губит». Следователь Громов завершил карьеру в 2025 году. Вышел на пенсию в 50 лет по выслуге. Последнее дело Волкова считает главным в жизни. На прощальной встрече с коллегами он сказал: «Я раскрыл сотни преступлений, но это дело особенное, потому что оно показало, справедливость не имеет срока давности. Человек может бежать год, 10, 30 лет, но рано или поздно правда настигнет. Это утешение для семей жертв и предупреждение для преступников». Дело официально закрыто в марте 2025 года. Все материалы переданы в архив. Доступ открыт для исследователей, журналистов, студентов-юристов. История бригады Волкова стала частью учебных программ в юридических вузах. Ее изучают как пример холодного дела, раскрытого благодаря комплексному подходу. Внимание к деталям, современные технологии, грамотная психологическая работа с подозреваемым. Компания СибГео, получившая прибыль от места рождения, формально не понесла ответственность. Срок давности истек. Кречетов и другие руководители вышли на пенсию богатыми людьми. Но моральное пятно осталось. Их имена связаны с делом Волкова. В бизнес-кругах избегают упоминания СибГео. История стала токсичной. Месторождение принесло компании около 30 миллионов долларов чистой прибыли за 8 лет разработки. Волков получил 250 000, меньше 1%. 3 человека погибли ради этих денег. Экономисты подсчитали, каждая жизнь оценена примерно в 83 тысячи долларов. Цена человека по меркам Волкова. Психологии анализируют феномен. Как человек оценивает чужую жизнь? Для Волкова жизнь Светланы, Андрея, Петра стоила меньше, чем $250 000. Он выбрал деньги, потерял все остальное. Эксперты называют это ошибкой расчета.
Волков просчитывал финансовую выгоду, но не учел моральную цену. 30 лет кошмаров, страха, внутренней пустоты. Это дороже любых денег. Родственники жертв живут дальше. Марина Курилова к концу 2025 года выглядит спокойнее. Впервые за 30 лет она не просыпается среди ночи с мыслью «Где Андрей?». Теперь она знает, он похоронен. На могиле памятник. Она приходит туда каждую неделю, приносит цветы, рассказывает ему о внуках. Алина Орлова продолжает работу матери. Ее благотворительный фонд помог уже 10 семьям геологов. Оплатил обучение детям, чьи родители погибли в экспедициях. Алина говорит: «Мама хотела, чтобы геологи были защищены, чтобы их семьи не оставались без поддержки. Я делаю то, что она не успела». Вера Даниловна доживает последние годы в деревенском доме. Здоровье слабое, но она довольна. Успела похоронить сына по-человечески, поставила крест, священник отслужил панихиду. Теперь Петр покоится рядом с отцом на церковном кладбище. Вера приходит туда каждое воскресенье после службы, садится на скамейку, молчит, просто сидит рядом с сыном. Игорь Волков проведет в колонии минимум 20 лет. С учетом возраста и здоровья, врачи сомневаются, что он доживет до освобождения. У него гипертония, проблемы с сердцем. Стресс последнего года усугубил состояние. Тюремные врачи наблюдают его, но прогнозы неутешительны. Волков пишет мемуары, рассказывает свою историю, пытается объяснить, как обычный человек становится убийцей. Издатели отказываются публиковать, слишком токсичный материал. Но психологи читают рукописи, используют для исследований. Волков стал объектом изучения. Классический пример преступника, движимого жадностью и страхом. В одном из последних писем психологу, датированным декабрем 2025 года, Волков написал: «Я часто думаю, что если бы я отказался тогда? Просто сказал Кречетову: нет, не продам данные, уволился из геологии, пошел работать таксистом, охранником, кем угодно, жил бы на маленькую зарплату, но спал бы спокойно. Андрей, Светлана, Петр были бы живы, растили детей, радовались жизни, а я был бы просто бедным, но честным человеком. Разве это не счастье? Но я выбрал иначе, выбрал деньги и потерял себя». Дело Волкова стало символом. Символом того, как жадность разрушает жизни. Как один неправильный выбор меняет судьбы десятков людей. 3 жертвы, 3 семьи, потерявшие близких. Дети, выросшие без родителей. Внуки, не знавшие дедов и бабушек. Сам Волков, превратившийся из успешного бизнесмена в заключенного. Все это цена $250 000. Экономисты подсчитали истинную стоимость преступления Волкова. Прямой ущерб – 3 загубленные жизни. Косвенный – моральные страдания семей в течение 30 лет. Упущенная выгода – дети жертв выросли без поддержки отцов и матерей, возможно, не реализовали потенциал. Социальный ущерб – потеря доверия к геологической отрасли, страх работников. Итого несколько десятков миллионов рублей в современных ценах. Это истинная цена жадности Волкова. Заброшенная шахта номер 12, где нашли останки, официально закрыта. Вход завален бетонными блоками. Установлен знак «Опасно, вход запрещен». Но неофициально это место стало мемориалом. Люди приходят, оставляют цветы у входа.
Кто-то установил самодельную табличку. Здесь покоились Андрей Курилов, Светлана Орлова, Петр Данилов. Жертвы жадности, герои правды. Краеведческий музей Магадана, где хранится вагончик бригады, зафиксировал рост посещаемости. Экспозиция о трагедии геологов стала самой популярной. Посетители подолгу стоят у витрин, рассматривают журнал проб, жетоны, часы, читают таблички с биографиями жертв. Многие уходят молча, задумчиво. Экскурсовод музея Татьяна Ивановна, 65 лет, рассказывает. Люди приходят и спрашивают, как такое возможно? Как человек решается убить 3 ради денег? Я отвечаю, жадность слепа. Волков видел только цифры, не видел людей. Для него это были препятствия, а не личности. Когда ты перестаешь видеть в человеке человека, становишься способен на что угодно. История бригады Волкова завершилась в 2025 году. Преступник осужден. Жертвы похоронены. Семьи получили ответы. Но шрамы остались. Марина Курилова все еще вздрагивает, когда слышит слово «геолог». Алина Орлова избегает говорить о матери с незнакомцами, слишком больно. Вера Даниловна плачет по ночам, вспоминая сына. Игорь Волков в колонии записал в дневнике финальную фразу, датированную 31 декабря 2025 года. «Новый год встречаю в камере. В 59 лет. Без семьи, без денег, без будущего. Но впервые за 30 лет с чистой совестью. Я рассказал правду. Понес наказание. Это не искупает вину, ничто не искупит 3 жизней. Но это конец лжи. И, возможно, начало чего-то еще, не знаю чего, но точно не прошлого. Прошлое мертво. Как Андрей, как Светлана, как Петр, как старый Волков». Марина Курилова 1 января 2026 года пришла на могилу мужа. Принесла традиционные цветы. Постояла молча. Потом произнесла тихо: «Андрей, справедливость свершилась. Того, кто забрал тебя, судили. Он сидит. Это конец той истории. Начало новой. Без него. С памятью о тебе. Спи спокойно». Она повернулась и ушла. Снег скрипел под ногами. Морозный ветер трепал ее седые волосы. Позади осталась могила с красными цветами на белом снегу. Впереди была жизнь. Какая получится